Я приветствую вас на своем канале. Сегодня среда, а значит мы снова обсуждаем вопросы красоты и техник естественного омоложения. Однако сегодня практики у нас не будет, оставим практику на следующую среду. И, собственно, во всех предыдущих видео, которые вы можете посмотреть в подборке в плейлисте, да, вы можете взять для себя достаточно много практики, попробовать и задать по этой практике вопросы лично мне в комментариях. Вы же знаете, что я отвечаю. Сегодня мы поговорим о других вещах, потому что, как вы думаете, с чего начинается на самом деле забота о своей красоте и о своей молодости? Совсем-совсем недавно я выставила видео 10 секретов моей красоты. Что-то такое, я уже не помню. Посмотрите, пожалуйста, вот ссылка, кто его не видел, пожалуйста, ознакомьтесь. Там очень пошагово я рассказываю, что я делаю для того, чтобы хорошо выглядеть, чувствовать себя хорошо. Смотрите, с чего на самом деле, вот правда, начинается вопрос заботы о своей красоте. Не с ужаса, который вы испытываете, глядя в какой-то момент на свое отражение в зеркале, не с этого точно. И точно не к лихорадочному побегу к косметологу, который чего-то там, куда-то там уколет и будет вам счастье. Как тренер по гимнастике для лица могу сразу вам сказать, счастья вам не будет, а будет горе от последствий. Вот. Кстати, давайте я представлюсь для тех, кто, возможно, видит меня впервые, потому что большинство из вас ко мне уже, наверное, успели привыкнуть. Меня зовут Елизавета Царькова-Голофаст. Я тренер по гимнастике для лица. Также я практикующий физиогномист. И эти две темы очень плотно для меня между собой связаны. Физиогномика отвечает на вопросы причин происхождения изменений на нашем лице, а фейсбилдинг позволяет нам избавиться от влияния этих причин. И, кстати, очень эффективно. Мой более чем 10-летний опыт работы тренером, индивидуальным тренером, я не работаю с группами, кто не знал, только в индивидуалке, да, показывает шикарный успех в этом плане. Когда вы знаете, в чем дело, то есть какова причина изменений на вашем лице, с ней гораздо легче работать. А с помощью определенных целенаправленных силовых упражнений, которыми, собственно, является комплекс упражнений с гимнастики для лица, это все хорошо устраняется. Да, мне 45 лет. Вот исполнилось 1,5 месяца назад уже. Что я хочу сказать? Тема нашего сегодняшнего разговора – это режим дня, потому что первое, с чего начинается наша забота о себе, это с режима дня, с коррекции режима дня. И не говорите мне, что у вас 3 работы, что вы по-другому не можете и что у вас нет времени. Тогда меня вы можете сегодня не слушать. Ни меня, ни других специалистов, которые занимаются вопросами красоты, пожалуйста. Потому что я этим рекомендациям следую достаточно давно, и я с удивлением обнаружила, что они работают. Речь пойдет о жизни наших гормонов в нашем организме. Обычно мы называем это гормональное расписание. Каким образом оно связано и почему мы сегодня с вами здесь собираемся и почему я обещала опубликовать это видео для вас. Возможно, для вас будет что-то новое. Но, пожалуйста, опять-таки, вместо попкорна вы берете блокнотик, чтобы потом не пересматривать мое видео, которое вы отправите своей подруге и скажете: «А я тебе говорила». Давайте вы возьмете блокнотик и будете записывать. Итак, гормональное расписание или каким образом гормоны, которые вырабатываются в нашем организме, влияют на наше состояние в течение дня, в течение суток. Итак, первая цифра, которую мы пишем: 4 утра, 6 утра. Этот промежуток. В этом промежутке вырабатывается серотонин, гормон счастья. Делаю паузу. Когда я жила в Украине, и мои глаза открывались с восходом солнца, как и у большинства украинцев,
много-много веков до нашей жизни, до нашего времени, то есть где-то около 5 утра, в каком настроении вот вы просыпаетесь в это время? Вот что вы делаете в это время? С 4 до 6. Раньше у меня около 5 часов открывались глаза с восходом солнца. Но Украина — это равнины, это степи, и солнце вставало рано, и мы могли его видеть, его свет. Я просыпалась в состоянии счастья и покоя. И это было пробуждение в хорошем, всегда в хорошем настроении. Я вообще не могла понять, как можно просыпаться в плохом настроении. Потом поняла. Смотрите, вот что вы делаете в это время. Вот я могу сказать, что я сейчас живу в Гранаде, у нас здесь стоит Сьерра-Невада, горы. И солнце знаете во сколько всходит? В 8, а до 8 темень. Фонари горят. Да, фонари горят. Темень. Потому что нет солнца. Солнце вот там вот всходит из моря. Но никак не у нас здесь. Поэтому здесь встать рано вообще нереально. Просто невозможно. Вот, потому что это все взаимосвязано. Итак, с 4 до 6 вырабатывается серотонин, гормон счастья. Наилучшее время вставать. Вот наилучшее время. Рекомендую. Далее. Значит, в 6 утра поднимается уровень кортизола. Надо объяснять, что такое кортизол. Почитайте, пожалуйста, источников масса. Все очень просто. Вы должны понимать, что в 6 утра идет подъем кортизола. И он готовит наш организм к активному бодрствованию. Вот, уже наш организм готовится. Сейчас максимально включается логика. И в это время лучше всего, вот ощутите, работает мозг. Планирование дня. 1, 2, 3, 4 вы простраиваете планы на день. Смотрите, наилучшая какая рекомендация? В этот момент лучше всего выпить где-то плюс-минус пол-литра теплой воды температуры тела. Теплая имеется в виду температуры тела. То есть не холодной и не горячей. Вы выпиваете воду, и гормоны стресса начинают мягко вымываться. Также очень хорошо сделать легкую разминку. Сейчас мы говорим о легкой разминке. Не таскать тяжести. Вот. Значит, в 7:00 заканчивается выработка мелатонина. Сон дальше 7:00 не имеет вообще никакой полезности. 0 полезности сна. Да, особенно это касается тех, которые кричат «я сова», и потом до полудня они спят. На самом деле толку от вашего сна никакого. То есть это просто проспанная жизнь, если не сказать другим словом. Значит, в данный момент на сцену выходят половые гормоны. Они добавляют вам бодрости. Они же по-другому еще называются стероидные. Это в районе 8 часов. Стероидные гормоны, и они отвечают за формирование мышечной ткани в нашем организме. Это как раз момент, когда нужно заниматься хорошей зарядкой, хорошей гимнастикой, время для физических интенсивных упражнений, а также это очень благоприятное время для секса. Да. Не могу сказать, что секс заменяет прямо весь набор упражнений для всех мышц, но тем не менее, вот это момент, вот он один из самых вкусных, один из самых сладких. У меня был очень большой опыт. Кто этого еще не понял, вот рекомендую. Кто не пробовал, рекомендую, попробуйте, вам понравится. Да, в районе 8 часов утра, как раз самое время. Я детей в школу в это время отправляю сейчас. Вот. Поехали. Значит, гимнастика, спортзал, да? Чем вы занимаетесь с 10 утра до 2 часов дня? Вот скажите, пожалуйста, пока я не сказала, что происходит. Вот чем вы занимаетесь с 10 утра до 2 часов дня? Есть варианты? Пишите, давайте, в комментариях мне желательно. На самом деле это пик нейрогормона ДГЭА, который называется. Вот. И он отвечает за память, за внимание, за концентрацию внимания. Фактически это это единственное идеальное время для работы и для учебы, когда ваша голова
работает хорошо. Я понимаю, что вы мне сейчас скажете по поводу того, что это всего 4 часа, и это правда. Всего 4 часа активной работы головного мозга. Вот прямо концентрации, эффективной работы. Именно в этот промежуток дня она максимально эффективна. Все, работа закончена. Неудивительно, что здесь в Испании в 2 часа закрываются все магазины, все офисы, все закрывается, все идут на сиесту до 5. И, кстати, недаром. Здесь это связано с климатом, потому что полгода здесь жара, там 35, 40, 45 градусов у нас тоже бывает. И в это время невозможно просто ничего делать. Какая работа, на улицу нельзя выйти просто. Я уже говорила, что здесь люди от жары умирают. Поэтому это время, когда все спят, да, находятся дома. Но согласно расписанию деятельности гормонов в нашем организме, как раз в 14:00 пик гормона роста. Он приходится с 2 часов дня до 4 часов дня. 14:00, 16:00. И в это время в обязательном порядке рекомендуется поспать. У кого-то сиеста длится 10 минут, 15, 20. Я иногда, правда, высыпаюсь за 10, иногда за 30. А иногда мне надо поспать хороший час для того, чтобы восстановиться. Потому что, опять-таки, гормон роста, гормон нашей вечной молодости и красоты. Поэтому это надо учесть. Девочки, если вы правда хотите быть молодыми и красивыми максимально долго, то есть я не говорю сейчас быть молодой и красивой, как в 25-30. Я не хочу быть как в 30. Я не нравлюсь себе, как в 30. Я себе нравлюсь сейчас в 45, вот гораздо больше. Вот. Я имею в виду быть свежей, бодрой, ухоженной, хорошо выглядящей на свой возраст. Понимаете? Они, о триггерах мы сейчас не будем говорить. Итак, смотрите. С 4 часов, с 2 до 4 вы спите, и потом делаете легенькую разминочку такую. Потому что, опять-таки, время немножечко уделить внимание вашей мышечной системе. Так, 5 часов вечера. Здесь у нас разгар дня просто в Испании. Снижается кортизол. Значит, откладываем все важные решения, откладываем тяжелую атлетику, откладываем весь хард, который вы не успели сделать с 10 до 2. Вот, и, пожалуйста, начинайте себя постепенно успокаивать. Спорт противопоказан, потому что затруднено питание мышц. Вот сейчас это совсем не время. Вот почему вы проснулись, лучше что-нибудь перекусить в таком случае. Вот, то есть вы начинаете мягко успокаиваться. Для того, чтобы к 20:00, когда начинает вырабатываться мелатонин, вы уже готовы были идти спать. При выработке мелатонина снижается температура тела, нам очень хочется уже уюта, какой-то заботы, какого-то тепла. И, как говорила наш психосоматолог на совместных женских, развивающих проектах, говорит, время семейных обнимашек, то есть около 9 часов. Как раз в это время, когда мы в теории, по старому расписанию, я в это время укладывала детей. У меня раньше дети начинали укладываться, я их макала в душ и укладывала около 9, они уже спали в 9, потому что в 7 утра подъем в школу. Вот, сейчас здесь у нас время смещено немножечко, и поэтому в 9 мы только начинаем укладываться. Но это как раз тот момент, когда надо себя уже потихоньку успокаивать. Не вгонять в стресс вечерней тренировкой, понимаете, а успокаиваться. В 22:00 гипофиз выделяет опиоидные гормоны, которые имеют наркотическое действие. Они еще называются по-другому эндорфины. У нас есть другие ситуации, когда, выделяются эндорфины. Мы не будем сегодня об этом говорить. Но 22:00 организм готов к перезагрузке. И смотрите,
Крайне важно, прямо запишите себе большими буквами, это очень важно, чтобы вы в 10 часов закрыли глаза и попытались заснуть. Потому что наша психика, наш мозг отдыхает и перезагружается лучше всего. Я сейчас назову страшные цифры, и вы будете возмущаться, и вы будете говорить, да ну нет, нам это не подходит, какая ерунда, вот у меня по-другому. И я вам поверю, у вас возможно по-другому, но надолго ли? Время перезагрузки нашей психики, эффективное время, с 20:00 до полуночи, 4 часа. И в это время вы должны успеть заснуть, чтобы поспать до полуночи. Максимальная ценность сна, когда сон, правда, восстанавливающий. Это 22:00 и 4 утра. Вот эти 6 часов. Женщинам плюс час здесь и плюс час здесь. Понимаете? Или плюс 2 часа вот сюда. Понимаете? Все. Если вы ложитесь спать за полночь, вы не отдыхаете. И в вашей голове постепенно накапливается стресс. Этот стресс потом, знаете, как будет отобразиться как результат на вашем лице. И вам будут говорить, что вам надо раньше ложиться и больше спать, и вы будете с этим не соглашаться, потому что вы уже привыкли к этому режиму. Вы будете протестовать, но тем не менее ситуация улучшаться не будет. И я вам вот что хочу сказать. Несмотря на то, что днем рекомендуют немного поспать, маленькая сиеста, вот заметьте, понаблюдайте за собой. Бывает ли с вами такое, когда вы встали часов в 7, 6, 7, 8, и в районе 3 часов глаза сами закрываются? Понаблюдайте. Есть два варианта. Первый вариант – это реально сделать сиесту. Просто я работала в офисе, я на работе спала на клавиатуре. У меня сотрудники уходили на обед, у нас там был плавающий обед. Сотрудники уходили на обед, а я спала прямо на клавиатуре. 10 минут. Либо вы позволите себе этот короткий отдых и проснетесь отдохнувшая, либо нет. Попробуйте себя пересилить, и вы посмотрите, как много усилий уходит на то, чтобы заставить себя не спать. И потом на вот этом стрессе, без отдыха, да, без вот этой маленькой паузы, на вот этом стрессе вы дотягиваете еще до полуночи, потому что есть какие-то незавершенные дела. Помните, вот в этом видео, о котором я говорила в начале, вот 10 секретов моей красоты, я говорила и хочу повторить еще раз. Если я вот до вечера какие-то дела не сделала, я их откладываю. Срочные не стоп, я их откладываю. Откладываю. Здоровье важнее, жизнь одна. Вот это называется любить себя и заботиться о своем здоровье. Я надеюсь, что вам было сегодня полезно, интересно. И мужчины, которые зашли посмотреть это видео, не очень долго скучали. И тоже взяли для себя что-то полезное. Еще раз. Вопросы молодости и красоты начинаются с режима дня. С перестройки режима дня. Как бы вам ни было сложно, как бы вы не были против, Баба-Яга против, знаете, а Баба-Яга против. В любом случае, позвольте себе, я понимаю, что это кажется роскошью, но это должно быть нормой. Я придерживаюсь этих рекомендаций. Да. Не всегда нравится. В Испании очень сложно. Но как это не смешно звучит, когда весь народ здесь выходит погулять на улицу по барам, по бабам, пара по барам, и начинается движняк. Здесь люди живут на улице. Сейчас начнется жара, дома никто сидеть не будет. Здесь, кстати, и комнаты маленькие в квартирах, потому что здесь люди в квартирах не живут. Даже зимой они выходят на солнце погреться, потому что в квартирах холодно, здесь нет отопления. Но тем не менее, вот знаете, как общая ситуация в городе. Друзья все пошли гулять, а Лиза пошла спать. Потому что у Лизы 10 часов, и Лизе надо отдохнуть. Понимаете? Вот такие дела. Будьте как Лиза.
любите себя, заботьтесь о себе, потому что кроме вас, о вас не позаботится больше никто. А я на этом с вами прощаюсь. И, кстати, открою один маленький секрет. Я хочу разобрать лицо одного очень известного человека. Я думаю, что это будет в пятницу, если я успею подготовиться, который у всех сейчас на слуху. Не скандальный, нет. Но у этого человека маленькие ноздри. И те из вас, у кого маленькие ноздри, обязательно посмотрите этот выпуск, потому что я расскажу, как тема маленьких ноздрей связана с сегодняшним нашим разговором. Всех обняла, будьте красивы, прекрасны и спите достаточно.